смотрите, все это сразу райское место появляется. Сразу Мальдивы, можно назвать Мальдивами. Удаляем весь контент. Начинаем пилить заново. Что, ребятушки, всем доброго, прекрасного мальдивского раннего утра. Мы с вами на Мальдивах в отеле Адаран Резорт Хуранфуши. Ненастная немножко погода. Посмотрим, вот оно зато в реальности, как здесь происходит, потому что некоторые приезжают, снимают там пару дней только солнечно, как здесь все круто, как все классно. Но мы посмотрим, как здесь реальность, да, насколько вообще страшно здесь дождь, насколько он опасен. Так, с утра идешь, дождик тебе капает, а я идешь и радуешься, потому что, ну, это не дождь, это просто капельки мальдивские, на самом деле, никакой грусти от этого. На самом деле посмотрим, как оно есть в реальности, да, потому что погода, она и в Африке погода, да, может пойти дождь, может снег не пойти, вот, ну, может быть солнечно, может не быть солнечно, поэтому посмотрим, как в реальности, да, когда приезжаешь, как попадаешь. Вчера дождя не было, вчера была хмурая погодка, и сегодня небольшой дождь. Все, идем на завтрак, и дальше посмотрим. Так, благо наша вилла находится недалеко от завтрака, и я еще успеваю. Ну, слушайте, мальдивский дождь меня ни капли не напугал. Сколько я шел, почти ни одной капли уже не осталось, высохло. Поэтому не так страшно все. Так, здесь напомню, если кто не видел, здесь у вас свой столик. За вами его закрепляют, и на протяжении всего отдыха вы кушаете за своим столом. Вон меня ждет Полька. Доброе утро. Мне все хочет сказать турецкая мераба, но здесь это не работает. Здесь как-то по-другому. Вон моя Полюша. Жена где-то что-то накладывает уже. Кто сзади? Я отелю помогаю. Доброе утро, Даня. Я отелю помогаю. Как ты помогаешь? Я помогаю выворачивать стаканы и всем помогаю. Молодец. Смотрите, сегодня здесь занавесили, чтобы не задувало. Чтобы дождь, может быть, не капал, но ветра особо нет. Так, ну давайте посмотрим, что у нас на завтрак, да? Вот погодка не фонтан, пойдем на завтрак, будем кушать, смотрите, круассаны, джемы, давайте булки. Я начал как вот с серединки, сейчас я вам все покажу по порядку. Все прям так медленно не буду перечислять, да? Вы если все ставьте на паузу, разглядывайте, смотрите, тосты можно зажарить, это очень классная штучка, потому что потом можно намазать масло, положить сыр, колбаску, помидор, огурец. Вот здесь, да, кстати, такие огурцы. Ну, то ли они без кожуры, чистые, но такие крупные, но на самом деле ничего, так вкусные. Пойдемте вот так вот с вами не сначала начали. Здесь надо тарелки брать именно здесь и потом туда с ними отправляться. Они накрыты два вида супа. От суп, не знаю, что за от суп, а это райс. А, ну, наверное, каша, вон, да, девушка, подкрываем. Да, это каша рисовая. Здесь у нас тоже каша какая-то. Оатс каша какая-то. Кто знает, напишите, что за оатс каша. Давайте дальше здесь посмотрим. Здесь у нас омлетик болтунья. Очень вкусный, кстати. Ну, в основном в другом месте. Здесь не значит, попробую. Здесь лобби уже все съели. Так, яйца вареные. Здесь у нас курочка отварная. Здесь у нас хаш браун патат. О, слушай, ну типа драников. Надо обязательно взять. Я обожаю такую штуку. Здесь у нас лук жареный. Так, дальше так с вами разворачиваемся. Вот так вот я вам буду показывать. Чуть ускоримся, да? Что-то у нас долго. Здесь хлопья воробья. Как я говорю, хлопушки воробушки. Здесь что-то типа хлопушек. То есть, видите, вот такие хлопья. И вот таких два вида. И орехи цельные. Такие лесные. Как я их называю, белочкины орешки. Потом здесь молоко. Еще какая-то каша холодная, йогурты. Несколько видов. Вот. И там еще йогурт в баночках есть. Смотрите, вот такой вот. И потом пойдем сюда, смотрите, здесь яблоки, апельсины, яблоки порезаны, ананасы, я вчера ел, очень вкусный. Потом здесь у нас этот арбуз. Они, видимо, здесь маленькие такие, да, небольшого размера, потому что кусочком. Но вчера мы ели, мне понравился.
Не прям супер сладкий, но вкусный. Дыня. Это не дыня, это знаете какого? Вспомню вам скажу. Мед в сотах. Вот так вот. Здесь у нас, смотрите, сырная вечеринка. Открываем, и тут разный вид сыра. Вот, даже такой есть, знаете, с плесенью что-то. Сырку, пожалуйста. Так, и с другой стороны у нас тоже здесь арбузы. Здесь они покраснее немножечко. Тоже яблоки в соусе. И так, апельсин нарезанный. И фруктовый салатец. Вот так вот. Видите, то есть есть целый апельсин, есть нарезанный. Хочешь с собой взял, хочешь яблочки с собой брать можно. С людьми общались. Они могут деткам что-то взять, да идти спокойно, ничего не говорят. И здесь чай, кофе, вот так вот. Здесь кофе есть, как он называется, фильтр кофе, да, вот так далее. Ну еще так, не знаю, сейчас узнаем. Нужно ли попросить здесь кофе, еще вам принесли вкусное, это сейчас узнаем. Так, давайте вот отсюда, потому что мы отсюда начинали. Я вам сейчас скажу. Здравствуйте, хай. Да, здесь русские не работают. Мать, вот подъехали еще круассаны, мои любимые. Лампа пересвечивает чуть-чуть, поднем поближе. Здесь мяско, два вида, куриное мясо и мясное мясо, ну, то есть колбаса, я имею в виду. Так вот, да? Потом здесь, смотрите, это у нас вафли, да, вот такие вот, пожалуйста, бекончик, сосиска, не знаю, какой здесь бекон, еще сосиска, бекон. Ой, здесь, смотрите, можно яичничку себе пожарить. Здравствуйте, хай. Вот, выбирайте себе ингредиент, пожалуйста, лучок, помидор, еще что-нибудь, сосиску и жарь. Сейчас я себя попрошу. Так, я взял себе просто микс, сказал, сейчас мне наделают. И пока я пойду... Ой, да я вообще не хотел с бекончика. Sorry, can I have with bacon? Yeah? Вот, я сейчас с бекончиком рубану. Все, I'll be back. Пойду дальше поснимаю и вернусь к своему бекону. Давайте вот так вот ресторан. Сейчас пока здесь не стоит. Мы сейчас отсюда с вами, с этого конца, с другого конца начнем. Вот видите, смотрите, вот так вот. Отсюда вот он весь ресторанчик, вот так выглядит. На земле у нас песок, вы представляете, так вот кайф, ходишь, а у тебя есть белый песочек. Это просто красота. Так, смотрите, фиш карри, рыбное карри у нас. Пахнет, кстати, вкусненько. Так, дай, не знаю, что за дай. Здесь, смотрите, птичка ходит вот так вот. Тоже пришла позавтракать, дайте я вам покажу. Куда пошла-то, курица? Похоже, это на курицу так вот дергается, это не обзывание. Они, знаете, здесь ароматы мне иногда напоминают, как на Гоа я был. Так, здесь лепешечки жареные. То есть вот ароматы похожи немножко. Так, когда мимо где-то проходишь, отдаленный запах. Это у нас чули чипея какая-то, не знаю, что это такое. За чули чипея. В общем, здесь надо пробовать. Здесь лепешки еще вот такие вот. Потом здесь томат с рисом. Здесь яйца у нас тоже еще жарят, как там. Хочешь яичничку, хочешь омлет. Вот, попросил, тебе приготовили, микс сделали. Это хорошо, видите, две стойки здесь и здесь. Вот так вам еще для обзорности. Крупный план был, потом средний, общий. Так, и здесь еще панкейки, так называемые, лепешоночки наши. Лепешки. Ну, здесь какие-то закуски. Все, друзья, такой завтрак. Пишите, что думаете. А мне кажется, очень классно. Потом, когда что-то буду узнавать, новенько, я вам буду добавлять, рассказывать, чтобы вы все видели, все узнали. Жмите паузу, пишите, поддерживайте видео обязательно лайком, комментарием. В комментариях пишите вопросы, ваши пожелания. Спасибо, все что угодно, все что пожелаете. Можете между собой там разворачивать форум, веточку и рассказывать, что кто-то здесь был. И там рассказывать кто-то про другие отели, все, пожалуйста. Все в вашем распоряжении. Комментарии — это ваше пространство. Так, я дождался свою омлет свой. Но тарелки у меня не оказалось. То есть надо прийти вот сюда и взять тарелочку. Яичница оказалась готова, а я нет. Thank you so much. Вот такая вот яичничка ко мне прилетела. Так, все, вот такой у меня завтрак. Яичница, круассан, сыр. Сейчас еще сок себе налью и все. Всем приятного, доброго, утреннего аппетита. Так, про кофе узнал. Кофе только тот, который я вам показывал. Ну, еще есть там в лобби из автомата. Вкусный? Пироженка, да? И вот такой вот у нас прекрасно. Это прекрасный завтрак. Открыли мы эту штучку. Здесь прям природа и вся красота. Ну что я вам хочу сказать. Завтрак очень вкусный. Вот зонтики такие в номере при заезде дают. Мои прячутся по зонтам. А мне как-то не это особо не напрягает. Завтрак обалденный. Все очень вкусно. Круассаны вкусные, омлет вкусный.
арбузы вообще класс. И ананасы просто мега сладкие. В общем, я прям все съел. Драники так чуть-чуть, знаете, недосоленные. Вот, ну, может быть, ну это все ерунда на самом деле. Ну вот так, в общем, очень классно, да. Все, пойдем. Путешествуй по зонтам. Да, кстати, не забывайте подписываться Жанне в Инстаграм, ко мне в Инстаграм. Все ссылки под видео, как всегда, вы найдете. Также можете к Жанне зайти, потом у нее и тур забронировать, куда хотите, на Мальдивы, Кубу. В общем, весь мир, любой тур мира, знаете, все отели Мальдив, все отели Турции, все знаю. Заходите, смотрите, все полезное там внизу ищите. Да, и по поводу цен, всегда просите озвучивать, да, все, что вы пишете в комментариях. У нас 28 ноября, ну считайте уже декабрь, мы считаем, что это уже зима. Потом, сейчас задаваем следующий комментарий, сколько стоит. Мы покупали вначале, я и Жанна, 260 тысяч мы брали, у нас получалось, но потом еще польку добавляли, и получилось чуть дороже, если бы мы сразу брали, так немножко обстоятельства сложились. Вот, и если вы захотите, прочитайте своего города, под видео я всегда оставляю 3 ссылки, под каждым видео на сервисы. Туда заходите, вбивайте город вылета свой, дату рождения, это не надо, это уже потом при бронировании. Вот, желаемые даты и все, любой отель, который вы хотите. И 2 минуты надо вам, чтобы прочитать, просто на разных сервисах, сравнивайте цену, и все, у вас все будет. Ветерок немножко задувает, поэтому будет у вас актуальная сумма, сколько стоит там тур на этот отель, к примеру, ну, любой другой можете почитать, или Турцию, все, что хотите. Вот. А если вы не знаете, какой отель, что вот вам выбрать, то это к Жанне вперед за подбором, за бронированием. И к Жанне, я имею в виду, не только к ней, у них там целая команда, у них там куча девочек, менеджеров. Они вам все оформят и отправят вас туда, куда нужно. И безопасно самое главное, чтобы никаких проблем не было. Некоторые бронируют, где попало, а потом к Жанне приходит и помогите, что нам делать. Смотрите, как здесь уютненько. Подождем, ну вот видите, и мы ходим вот под дождем, сколько то здесь дождь. Я бы сказал, что это дождь, не дождь. Это не дождь, это просто, знаете, что-то капает, оно вроде есть, а вроде его нет, но при этом, знаете, свой шарм, своя атмосфера. Вот там даже самолет летит. Так, ну давайте я вам покажу ресепшн. Такой здесь ресепшн под открытым небом, очень приятный, очень комфортный. И смотрите, я хочу вам показать карту. Вчера я ее сам первый раз увидел, я ее сфоткал, возможно, я сюда заскриню, да, потому что немножко что-то непонятно, почему она не попадает в кадр, почему она немножко кривовата, хотя у меня стабилизация здесь идет идеально ровно, либо у меня стабилизация наружная, здесь стена, но неважно, не суть. Смотрите, вы когда приезжаете вот сюда на пирс, вас высаживают, и потом вы идете вот сюда на ресепшн, вот здесь вот вы регистрируетесь. Мы сейчас тоже здесь находимся, музыка играет, главное, что меня не забанили. Вот, потом, смотрите, мы где-то вот здесь вот находимся, где-то вот в этой вилле, и вот так вот идут виллы по кругу. И потом на карте я вам сейчас расскажу, где что находится. Смотрите, здесь есть 3 категории номеров. Вот есть, видите, внизу написано, если что, ставьте на паузу. Бич вилла, такие желтенькие, вот они вот так идут по кругу. Да, это одна категория номеров. Там есть Ocean Villa, вот они находятся вот здесь вот, да, то есть в океане, там у вас так это идет. Там можно на машинке ездить, можно пешком ездить. И есть Garden Villa, это самый бюджетный вариант, вот заходится вот здесь вот. Garden Villa, оп, мне еще попасть бы в кадр. И вот здесь вот немножечко, их очень мало номеров, но они более бюджетные. Мы вчера вот здесь ходили, то есть вы здесь, если живете в Garden Villa, я вам потом, давайте потом будем идти, я вам покажу и здесь, и здесь, и здесь, все буду показывать, все рассказывать, все, вот так вот. И музыка как раз закончится. Hello. И кадры с дрона, если вдруг мне не удастся полетать, встану вот здесь, короче, вот так вот. Штатива у меня нет, буду вот так вот стоять и снимать. Это сейчас вот летает на флайборде, а так здесь кадры с дрона бывают. Потому что я спросил сразу, мне сказали, нет, здесь запрещено снимать, а именно на этом острове. Я говорю, ну видео будет про ваш отель. Типа вам же в плюс красоту все покажу. Она типа сказала, спросит у менеджера, а так запрещено. То есть, ну вообще на Мальдивах это разрешено, а именно на этом резорте типа запрещено. Ну, для меня, знаете, не помеха, дальше не решаю, все равно полетаю, если будет погода хорошая. Так, мы ждем погоду. Я же не могу вас оставить без красивых кадров, чтобы вы сверху не увидели остров.
вот здесь в зоне лобби, смотрите, вот есть аппарат с кофе, зерновой, пожалуйста. Чашечку взяли, пошли сделать себе кофейку. Смотрите, здесь же за лобби, вот так, то есть мы заходим в центр острова. Здесь у нас для большого тенниса большое поле, пожалуйста. Птички поют. Еще волейбольное поле здесь есть. Там еще для маленького тенниса, ну, или бадминтона площадка, вон там дальше зайти. И здесь есть еще одна площадка волейбольная. Такой мы гуляем. Как видите, я без зонта. Я сейчас особо не парюсь. Жанна с Полькой с зонтом. То есть, видите, вот я особо не намок еще даже. Чуть-чуть плечи. И смотрите, здесь прям бананы растут. Видно вам, не? О! Такие мини-бананчики настоящие. То есть, прям, видите, здесь банановые плантации. Там прям банановая роща очень большая. Не знаю, для отеля это бананы или так. Декоративные. Да, дождь капает, прям на камеру попадает. Ну, хорошо, знаете, воздух такой прям божественный, знаете, прям зеленью такой насыщенный. Но влажный, здесь очень влажный воздух. И в номере, когда ночью мы спали, тоже влажно. Но можно включить кондей, и будет прохладно. И в номере, кстати, очень тепло, прям даже очень. То есть, несмотря на то, что на улице 27-28, и сейчас поменьше с дождем, градусов 26. Не сильно большая разница, да? Вот, в общем, есть кондей. Можно там дверки открывать, чтобы проветривалось. Ну, влажность есть, но когда включаешь кондей, то, естественно, воздух сушит, и уже не так сильно влажно становится. Но опять же, все зависит от погоды. Тоже вчера был дождик, сегодня дождик, поэтому и влажность больше будет в номере. Если дождей нету, то и влажности меньше будет. Здесь выращивают цветы какие-то, плантации. Какая-то растительность. В общем, vegetables and banana garden. Банановый овощной сад. И, кстати, по поводу погоды, вот до нашего приезда вообще прям погода была хорошая. Мы смотрели по карте. Сейчас приехали, у нас вот такая вот дождливо-пасмурная по прогнозу. И когда мы уезжаем, потом опять последние 2 дня начинается солнышко и дальше солнце. В общем, немножко нам не поспортило. Но, надеюсь, последние 2 дня будет прям солнечко. Здесь не угадаешь. Сейчас, наоборот, зимой считается как бы менее дождливый сезон, а летом более дождливый. Но климат сейчас так сдвигается, все меняется. В прошлом году зимой здесь тоже был дождь. Вот. Летом вообще шикарная погода была, хотя должно было быть наоборот. В общем, климат наш весь меняется, все меняется. И вот так вот. Не угадаешь вообще. Ну, не стоит расстраиваться, стоит отдыхать, держаться позитивно от того, что есть дождь, да и хорошо дождь. Не холодно, самое главное, не особо мокро. И все. Ходишь, заряжаешься. Сейчас на океан пойдем купаться, я думаю, все равно можно. Главное, не холодно. Если даже идет дождь, все равно тепло. Вот мы сейчас дошли до конца острова. Ну, через середину мы шли, может быть, по пляжу шли, мы решили прогуляться. Вот они, гарден-виллы. То есть, видите, гарден, они как бы внутри. Ну, раз, смотрите, между бич-виллами вы прошли, и вот оно у вас море. То есть, по сути, разница не очень большая, поэтому следуйте гарден. Через вот эту вот щелочку вы будете видеть море. Но дойти до него совсем немного. Буквально, не знаю, 50 метров. А бич-вилл уже 20 метров, поэтому не особо большая разница. Вот так вот, прям наглядно. Вот он, океан. Да, у вас вот здесь вот. И вот они, бич-виллы. И вот отсюда видно гарден. Это одна часть, та, которая как бы в середине острова, когда я показывал. Слева на карте, справа, те прям они на берегу. Ну, я вам покажу. И вот так вот выглядит океан. В дождливую погоду. Ощущение, что здесь вообще дождя нет. Краб. Да, здесь очень много крабиков. О, побежал. Очень много таких мелких прозрачных крабов. Вот здесь на стене. Вот если успеем, смотрите, какой гигант ползет. Ты не бойся, мы не кусаемся. Видишь, Поль? Можно у вас взять интервью, пожалуйста. Их здесь много, вон по стенке бегают. Водичка теплая. Ну а какая бы там погода не была, передаю вам заряд этих океанических эмоций. Индийский океан у нас. Вот такая вот красота. Но, естественно, когда будет солнце, цвет будет совершенно другой. Более приятный, более насыщенный. Ну, смотрите, травки вот немножко, то есть не такие водоросли, как в других странах. Это просто такая травка мелкая.
чистенькая, но они убирают. Вчера здесь вообще ничего не было, и было зарыхленный песок. Да, потому что в Доминикане, там уже, знаете, такие водоросли маленькие. Вот они приплыли. Вот здесь 2 грамма, здесь 2 грамма. Видите, там плавают. Здесь можно заняться снорклингом, подходите на водную станцию, вам все выдают. Здесь даже есть экскурсии, которые отходят на снорклинг с утра вот от пирса. Потом еще вечерние, дневные. Там дельфинам есть, бесплатно все. Ну, можно здесь вот снорклить прямо вот так вот. Попозже тоже возьмем маски, то есть если вы забыли маску или очки, здесь вам выдают на весь отдых бесплатно, и потом в конце ее сдаете. Здесь можно, кстати, прям до острова дойти пешком, там снорклинг. Или до этого. В общем, это обязательно сделаем. Но вчера я тут в очках плавал, живности много, да, мы с Полькой прям в очках ходили здесь, ныряли. Ходишь, смотришь. И аквабокс одену, обязательно вам покажу. Подводный мир Мальдив. Пойдем, зай. Дальше. Вода теплая, то есть, видите, ходишь. Немножко окунаешь. Здесь вода и воздух вообще, по-моему, все круглый год одинаково, 27-28. Вот полчасика прошло и дождя как не бывало. Смотрите, для ориентира буду вам говорить. Вот то место, куда мы приезжаем, да. И будем смотреть как бы сверху на остров, да. И вот так вот у нас будет по часовой стрелке, да, а вот так против часовой, то есть, ну, лицом на остров, когда вы приезжаете. Вот сейчас мы пошли против часовой стрелки, вот буду так говорить, в эту сторону. Здесь, смотрите, здесь все пляжи разные, где-то вот песочек, где-то каменистость. Фракцию песка вам показывать не буду, потому что песок просто кристально белый, фракция мелкая-мелкая. Сейчас она еще дождем прибитая, такая рыхлая, то есть если она высохнет, она будет такая прям, знаете, прям песок. Вон там у нас Мале, ну в Википедии написано Мале, ударение, но вообще все говорят Мале. Не знаю, почему так пишут. Вон там вот видно, но вам, наверное, не видно. Там такие дома виднеются. То есть вот он такой пляжик, да, и мы сейчас пойдем туда дальше. Посмотрим, что там есть. Конечно, вам хочется, чтобы была солнечная погода, да, совершенно краски будут все другие. В плейлисте все будет. Заходите прям, подписывайтесь, заходите в раздел плейлисты, и там все видео будут в порядке. Ну и также все другие видео из других отелей, там из Турции, из Кубы, со всех мест. Все в порядке там разложено. Ну и заодно вы сможете оценить, как вообще в дождливую погоду, как в хмурую и как в солнечную погоду выглядит Мальдивы. Мне кажется, это очень, да, актуально. Как раз можно быть сразу и так, как больше нравится. Здесь же у нас зона спа. Можно все зайти, попариться, но, как сказали нам на ресепшене, что зона спа платная. Вот. Не знаю, насчет просто в баньку зайти попариться попозже тоже. По-моему, если будет актуально, ну, как-то на Мальдивы в баньку. Да, в такую погоду, честно, не хочется. В Москве этих бань полно. И фитнесов там и на даче везде. Вот, видите, массажные столы, так кстати, там прям океан. То есть, мне кажется, ну это только на массаж какие-то сходить, да, на процедуру. В баньку, честно, не хочется. Тепло, не холодно, поэтому не актуально на самом деле. Есть время и место, где его можно провести с большим удовольствием. Это океан, красота, вся эта зелень. Здесь серфовые доски. Hello. Смотрите, с серфовыми досками. Да, здесь есть серфинг, но есть одно но, сейчас попозже расскажу. И вот они, Гарден виллы, как обещал вам их показать. То есть вот они, которые были на карте справа. Вот они, гордуши наши, подешевле. И то есть, как видите, здесь вы, наверное, не искупаетесь. Вот там. Давайте уже дойдем. Покажу вам, что будет, если вы будете здесь жить. Вот. То есть сюда, видите, как тут такой волнорез построен. Даже не волнорез, а отбойник. При желании, конечно, можно залезть, поплавать. Но зачем, когда там есть с той стороны? Так вот, прошли, не знаю, минуту, вот где мы только что были. То есть пляж 2 минуты назад и искупать. Да, здесь только если крабов половите. Смотрите, сколько. О, вы видите это, сколько там крабов? Обалдеть. Просто все в крабах. Здесь это, бери корзину, короче. И собирай урожай, называется. Он тут на дроне летает. Такую хмурую погодку. Не очень красивую. Видите, здесь волны. Сейчас мы туда дальше пойдем. Дорожки здесь, видите, везде вот такие вот. То есть там что-то типа, может быть, не знаю, бетон или это естественная какая-то плита. Сверху как песочек идет. То есть вот такое. Можно босиком ходить, в шлепках. Я иду в шлепках, там песок попал, снял. Идешь босиком. Вообще босиком можно отсюда
до ресторана. И в ресторане даже ходить пешком, потому что там тоже песок, в общем, можно обувь сюда не брать. Чисто так вот, по-натуральному. И вот они, видите, эти гарден-виллы. На карте казалось меньше, а так на самом деле их побольше. Но на самом деле очень приятно. Их тоже можно выбирать. До пляжа не так далеко идти. Не обязательно выйти прямо и плюхнуться. Прошелся чуть-чуть налево, направо и все. Видите, мы с вами вот прям в онлайн режиме дошли до бара. Здесь сидят и смотрят на океан, а там в океане катаются на серфинге. Здесь можно кататься на серфинге, даже доски, по-моему, дают. Но если у вас нету вот этого вот бумажки, видите, сколько серфингов, специального сертификата серфингиста, то не дадут. Вот, то есть запрещено без него кататься, потому что здесь, ну, есть камни, есть опасность небольшая, надо быть опытным. Вот так вот. Я всегда мечтал покататься на серфинге, это была моя давняя мечта, она и остается. Но она здесь, наверное, не сбудется, то есть... Да, и здесь тоже, о, сколько крабов. Огромные такие, Поль, да? Очень много крабов. Смотри, Поль, а внизу вон черный краб. Вон, сколько такие мохнатые. Ух. Видно вам, нет? Вон они ползают. Здесь просто очень маленький экран, и я не вижу, что там происходит. Ну, примерно ориентируюсь. Вот видите, волна. Красота, пошел кататься. Но если что, я так понимаю, видите, камни вот эти можно, это, пораниться, не песок. Если был песок, то все нормально, упал, встал. Ну, вот так вот, ограничения такие. Сейчас спрошу, конечно, попозже, может, мне разрешат. Я катался только на обычном серфе, имеется в виду. Не на волне, а на искусственной волне в Москве. На кайт-серфинге я много катался, на сноуборде, на вейк-серфинге, на вейк-серфе еще, да. В общем, на многом я чем катался. Все это разновидности, где-то с фалом, где-то без фала, где-то с парусом. Блин, какой кайф, а! Дайте мне удостоверение серфингиста. Для спуска здесь есть такая лесенка. И здесь обитает краб. Смотрите, убегает от нас. Вот да, помчался. Вон, видите, в рассыпную побежали. Так вот, поближе вам крабиков. Так вот все это выглядит со стороны. Классно, то есть взяли доску, спустились и пошли. Вот так вот, на волне. Красота. И, уважаемый краб, можно вас взять интервью. То есть, видите, эта сторона получается с волнами, потому что прям туда самая гуща Индийского океана. То есть оттуда прям с Индийского океана идет вот эта волна. Ну, на самом деле небольшая, не пугайте. Просто накапывает, здесь волничка есть. Для серфинга это классно. Передаю вам заряд этих пенных эмоций на глаз вообще. Видите, поручни, вот так вот можно прям за них держаться, зайти. Вот. У меня в кармане телефон, главное, чтобы его не залило. Смотрите, волна пошла. О. То есть вот так вот, смотрите, по-модному взяли доску и пошли купаться. Точнее, кататься. Смотрите, здесь есть уроки серфинга, групповое занятие 80, индивидуально 99, и отсвечивает вам там 3 дня $246. Ну что-то сейчас никого здесь нет, хотел подойти спросить. Так он доски подошел, взял и пошел кататься. Никто тебе ничего не скажет. Если бы я умел кататься, на самом деле, если у меня был бы опыт уже на обычной доске, не на искусственной волне, я бы сейчас взял бы вот так вот просто доску, ну, спросил бы у ребят там, что как. Я бы пошел в город. Пока никого нет, и вот ребят подходят и заходят, купаются, катаются такие. Их никто ничего не спрашивает. А так, конечно, без опыта, ну, рискованно, и Жанна меня не пустит. Вдруг я же стану на волну, если я ее поймаю, я с ней не слезу. А тут надо спрыгивать раньше, потому что туда-сюда, что ходить, можно потом и в камни войти.
может быть нет. Сейчас я смотрю, все раз пошли, и здесь где-то спрыгивают с волны, хотя она еще дальше идет. Поэтому... Хочется, конечно, очень. Пишите, как вы катались на серфинге, не катались, какие правила, какие машины подошел, взял и пошел кататься. Ну, я еще размер не знаю, какой мне брать. Вообще, если кто знает, пишите в комментариях про серфинг, все, что да как. Смотрите, один сейчас вот прям вот здесь вот спрыгнул, уже практически у берега. Очень рискованно, наверное, да? О, как же классно. Это еще погодки нет, погоды вообще был шикардос. И здесь же у нас с вами бар. Парадис, да, Paradise Surfing Bar. Еще кофеек есть. И здесь тоже все напитки разные. Гавана Клаб вижу, Мартини. Вот их цена, Джек Дэниелс. Так вот сели, посерфовали или любуйтесь серфингом и трапезничайте. Здесь еще бильярдишка есть. Можно поиграть. Чего зайчульно? Так, после 16 лет, да, только можно. Так вот непонятно, где брать шары. И... Так, а давайте я вам для наглядности буду прям показывать, где мы находимся. Вот здесь мы. Получается у нас вот так вот, видите, остров. И вот так вниз туда прям Индийский океан. Оп. Оттуда у нас волну и гонит. Скажем так, вот так вот. Класс, да? Надо, получается, если вы живете в этих гарден-виллах, то есть вот здесь особо вы не покупаетесь, да? Так, просто подойти, окунуться и вылезти, либо на серфинге. И направо туда, ну, вернее, направо, дальше туда, в сторону бара, нет прохода. То есть там пляж, хотя там остров замыкается, нужно было на самом деле ходить, это было. И вам придется ходить только направо, вот, уже туда, на тот пляж, где мы были в самом начале сейчас, и туда дальше. Так, смотрите, мы уже вернулись сюда, вот там ресепшн, и уже вот сюда пошли по часовой стрелке. Здесь серф-станция есть. Если подходите, берете себе маски, вот как я говорил, все бесплатно, на все время отдыха вам дают маски. Так, и давайте вот вам покажу цены. Гидроциклы, ставьте на паузу, смотрите. На вейк-серфинг. О, ватрушка. Флайборд. И парашют. Так, в общем, вот такую маску мне дали. По окончанию надо вернуть, новенькая, хорошая. Штраф за утерю, что-то в районе $100. Акулу? Да вчера не встретили, смотрите, бесплатно. Ну, на самом деле, гидрики дорого, 115, 110, да, баксов, 11 было. Это 20 минут, это дороговато. В Турции дешевле, в Сочи еще дешевле. Бесплатно еще. Сейчас, зайчуль, вот каноэ бесплатно. Два вы садитесь, ребенка можно посередине. И сапсерфинге тоже бесплатно. Вот это классно, что сапсерфинг бесплатно, его можно взять, сесть. На нем поплавать, поснорклить там, спокойную погоду. Вот это очень классно, что это бесплатно. Пойдем, зайчуль. Полька отказалась от маски, решила в очках своих плавать. Боится, что дышать носом под водой будет тяжело. Поль, без маски под водой тоже будет. В очках тяжело дышать. Под водой не дышит, зай. Нет, я вот так в очках своих буду. В очках? Давай, хорошо, пойдем. Так, мы вернулись в нашу виллу, взяли полотенце. Польки на очки другой стороной, зай. И пойдем сюда к нам купаться. Снорклить сейчас пойдем. Вверх перевернуть надо, зачем? Это же, видите, солнышко такое. Но его нет, оно через это освещает. Без очков даже ярко. А теперь нормально. Да, берите с собой вот такие, как они называются, кораллки. Вот польки есть, у меня нет, потому что там кораллы. И тяжело ходить, хоть прям в шлепках ходи на самом деле. Приходится плыть. Видите, как там мелко по пояс. Так, ну пойдемте заглянем в океан. Что у нас там интересно. Поль, как водичка, теплая? Ой, кажется, свежая. На, держи мою маску пока. С ластами, с очками. Кстати, да, можно еще ласты было взять. Но я отказался, потому что, блин, с ним таскаться надо все время. Вот так вот оставишь, штраф за утерянные. Что-то в районе тоже 100 или $90. Так, и вот видите, вот он коралл пошел. То есть по ним ходить уже тяжело. Я прямо в шлепках пошел. Честно, то есть вчера плавал без шлепки. Если надо либо плыть, ложиться, но вставать уже все тяжело. Надо прямо искать место, куда встать. Если кораллы, об них если царапать ногу, будет долго заживать, и даже ежи где-то здесь есть. Так, ну у меня с собой мой измеритель профессиональный, сейчас померим. Ты держи, Зая, я сейчас померю, сейчас опустим и померим, сколько вода градусов. Мне кажется, 27, где-то так. А вы пока заряжаетесь этими эмоциями. Так, Полька мне подкинул прикольную идею. Опустить маску, но чтобы туда не попала вода, чтобы был воздух, и мы с вами сможем увидеть
Подводный мир, команда Кусто. Ладно, проще будет камеру одеть. Этот аквабокс на другую камеру. На, Поль, держи маску, я как раз достану. Посмотрим, сколько у нас. Намерила градусов. Так, на нижнюю смотрим. 27,4 водичка. Ну, как я и сказал, теплая. Есть круглый год вроде бы такая вода 27,4. Все, оставляла камеру, мы с Полькой идем снорклить. Снорклить будем, Поль? Папа, да ты вот так плаваешь и дышишь? Ну только там воды нет. Поль, если дышать, то только через трубку, вот. Ты прям дышишь, да. Да, в трубку, потому что под водой у тебя жабер нет, как у рыбы. Или жабр, человек не может дышать. Ну, вы обязательно посмотрите следующее видео с листа, когда будет солнечная погода, посмотрите на разницу цвета океана. Он будет совершенно другой. Так, мы с Полькой на сноркле. Что-то у нас особо не получилось, потому что здесь мелко. Вот здесь, где идешь, все время практически по колено. И, ну, то есть просто поплавать вам здесь не удастся. То есть вот здесь нельзя просто поплыть. Глубина есть только вон там возле пирса. И туда дальше. И то не очень большая. Вот мы сейчас пойдем искать другое место. Что такие маленькие? Да, но рыбки есть, да, рыбок много, разные там. Так, ну смотрите, вот мы дальше чуть прошли, вот видите, здесь уже больше места такое без коралла, да, вот здесь можно поплавать. Вот туда прям можно заплыть. Красота, конечно, ходит, гуляет, птицы там поют, пальмы. Но солнышка, конечно, не хватает для света, прям вот пока прям это... Нет такого, что эффект прям вау, знаете, вот как-то вот, видимо, из-за солнца. Жду солнышко, хочется прям сделать вау. Я вот для себя, знаете, как, наверное, ну просто сравнишь, да, все сравнить, знаете, что когда мы приехали на Кубу, блин, у меня там был просто вау эффект, я просто приехал, вау, вот океанище просто. Но погода была, поэтому вот я жду, пока не могу сравнить, вот, я выводы не делаю. Здесь, мне кажется, знаете, чем-то вот природа очень похожа на Гоа. Вот, там, конечно, побольше пальм, но растительность примерно такая. Ну и цвет песка там желтый, здесь он белый. Ну и как бы здесь Дубав тоже не так далеко по морю относительно. Ну что-то есть схожее с Гоа, но, конечно, чуть другое. Ой, смотри, кокос валяется. Ну-ка, бери. Ну, возьми в руки целый, нет? А то у меня руки заняты. Север. Инструменты наши. Что там, есть кокос? Вода есть? Тряси. Дай посмотри. Да, он пустой. Ну, можно в футбол поиграть. А многие сломать. Да, вот так вот с пальмы падают кокосы иногда. Будьте аккуратны. Так, вот, кстати, смотрите, я вам рассказывал, видите, все из-под гравель такой, следы, то есть вот это они все эти водоросли маленькие собирают, то есть вот только свеже, убрано. И мы сейчас пришли вот сюда, где у нас эти ocean лилы уже, вот, здесь видите, какое большое пространство, без кораллов, здесь можно поплавать, вот так попроще. Сейчас посмотрим на глубину, сейчас, наверное, я что сделаю, возьму камеру вторую с аквабоксом. Видите, как здесь меньше кораллов. Вот. Там коральчиков чуть-чуть, зато можно походить и поплавать. И туда вот вообще классное местечко. Мы вчера там плавали. Пойдем, Зай, да, только мы там спустимся с песка. Так, это у нас для ориентира, кстати, вот он бар пляжный, так называемый. Здесь тоже можно посидеть. Я сейчас Соньку, ну не знаю, как 1800p, она на 4 раз тянет. Что будет с картинкой? Хотя кто особо не разбирается, особо не заметит. Вообще, конечно, обязательно берите с собой кораллки. То есть вот даже здесь идешь, приходится выборочно идти, потому что можно купить на маленький коральчик, а то там, да, не очень. Может попасться какой-нибудь остренький. Берите обязательно. А, то есть о чем я и говорил, я иду вообще свободно. И вот сейчас на камушек такой наступил, не очень приятный. Пойдем, зайчик. Смотрите, сколько мы отошли. И вот здесь, видите, как по колено. Не по пояс даже, по колено. Но здесь бывают приливы и отливы. Вот. Сколько мы сутки уже здесь, даже больше находимся, я пока что вот только такой уровень видел. Больше и меньше не видел. Смотрите, вот мы дошли практически до
до конца эти кораллы. Глубина здесь такая же, чуть выше колена. То есть, если говорю, прям поплавать, вот на такой глубине можно поплавать. Оказывается, там есть местечко одно поглубже, я вчера уже видел. Покажу, здесь, смотрите, такие качели. Можно покачаться на них. Сейчас ветрозащиты нет, можно подзадувать. Там я ее взял, чтобы аквабокс сунуть и рыбок вам показать. Давай, Поль, ныряй. Их потом болеть может. То есть видите, как вот мелко, там песочек, здесь уже начались эти кораллы, камушки. Только сразу же вот видите, она плавает и сразу царапалась. Это, конечно, не очень хорошо. И здесь у нас, смотрите, Ocean виллы. Интересно, какая у них там глубина. Не знаю, можно ли там купаться. Но, естественно, здесь водоросли, здесь рыбок нет. Там, где у нас кораллы, там, естественно, рыб больше. Вот я хожу без кораллов, прям очень больно. Я все, привыкший к гальке, крымским валунам, сочинским. Но кораллы это другое. Бывает острые, можно порезать. Смотрите, мы пришли, здесь такая мини-коса. Вот, и смотрите, как здесь уже красиво накатывает песок. А там вообще бирюзовый цвет. Если было бы солнце, здесь был бы просто цвет, знаете, такой голубой, бирюзовый, прям просто мега-мега-мега. Здесь прям вот песочек. И здесь маленькое течение, оно отсюда вчера вот сюда шло. Мне очень понравилось это место. Ну, здесь небольшая глубина есть, но она совсем небольшая. Вот здесь вот так вот, видите, вот тоже вот такая глубина. Здесь маленькое, вот как я говорил, место. Нет, Зая, вот здесь уже, кстати, кораллы, это не водоросли темные. Вот здесь я уже по пояс стою, и вот здесь такое расстояние метров 5 можно плавать. Ну, поищем там еще глубинные зоны. Все, не, вот видите, оп-оп-оп, все по пояс уже мельчает, здесь кораллы. Здесь одену, покажу вам подводный мир. Ну что-то, если честно, я не особо впечатлен подводным миром. Вот. Ну и там я вам поснимаю, там тоже не густо, конечно, есть. Может, конечно, надо куда-то дальше уплывать, но на самом деле, если вам нужны рыбки и подводный мир, это и Египет из доступного. Там, конечно, очень хороший подводный мир. Жалко, я тогда еще не снимал. Вот мы сейчас вот так вот с Болькой плавали, то есть вот мы вот здесь зашли, а вот так вот вон там проплыли и вот там вот вылезли. Вот по всей этой части. Здесь, видите, такая как мини-коса такая. Очень классные гамаки тут есть. Давай, Зай. Ему тебе тапочек и барчик. И все, и сосны, пихты, обвихты. Там уже солнышко потихоньку пробивается. Мы сюда выползли, чтобы немножечко погреться через дымку. Ставьте лайки, если вам нравится это море. Океан. Ага. Индийский. Купался в этом море. Напишите, как вам и нормально вам там было, или вы не поцарапались, а в кораллы там круто было. Покажи ножку, где-то в царапе. Вот здесь. Вон эти красные. Не сильно, конечно. Надеюсь, что все пройдет. Да, да. Все равно день хороший. Да? Да. Вот смотри, ворон. Так, мы пришли взять картошечку фри. Здесь все можно и рыбки пожарить, и все, что хочешь. Но рыбку имею в виду кляри, бургеры, бутерброды. Вот тут прям меню, дайте я вам покажу. Вот, так вот, смотрите, бич-гриль меню. Еще ставьте на паузу, смотрите, что тут есть. Вот так вот. Бургеры есть, мы вчера брали куриный, мясной бургер. А здесь же есть кокосы, по-моему, $5, и бар. Да, Зай, сейчас возьмем какой-нибудь напиток. И здесь есть напиточки. О, вижу Бакарди из оригинального. Вот. Ну, здесь есть меню. Можно открыть, посмотреть и найти здесь, что тут есть. Джонни Уолкер, Чивас 12-летний.
от 69. И вот это все включено. Можно сделать как просто напитки, да. То есть вот Гавана Клаб. Сейчас, зайчуль. Дайте фанту одну можно? Can I have Fanta? Without ice, please. Так, и есть с коктейлями. Целая карта. Выбирайте любой коктейльчик. Куба Либра, пожалуйста. То, что хочешь. Все с импортными напитками. Ну, есть еще что-то, может быть, местное. Ну, в общем, смотрите, следите. Мы первый раз еще ничего не заказывали. Так, ну и смотрите, там есть лимонад, кола, фанта, спрайт, все в бутылочках. Смотрите, швепс, сироп Монин. Вот. Кофейка, да, кофе там тоже есть. Спасибо большое. В общем, вот так вот здесь взяли и присели ли тут, или вон там вот у пляжа. Так вот мы расположились на шезлонге с Полькой. Взяли картошка фри, фанта фри. И будем вот так вот сейчас сидеть и трапезничать. И прекрасно видом. Клади сюда ноги. Прям на релакс, вот так вот полный релакс. Ребята, если у нас ноги писашили, кладите сюда ноги. Все, да, правильно. Туда на. Так, и вот такой вот мы с Полькой организовали пикничок, да? На обочине шезлонг. Постелили, наложили. Я чувствую, теперь мы уже кушать не пойдем. Сейчас наедимся, тут всякая вкуснятина. Ну, тут, смотрите, целая рыба. Ну, как целое филе рыбы. Жареная, фритюры кальмар мы взяли. Картошку фри. Мы с Полькой взяли себе шаумишу. Здесь как-то она криспи, что-то там называется, непонятно. Просто видели у людей. И тоже взяли. Солнышко прояснилось, смотрите, пляжики убирают. Это нравится, что они прям, видите, намело с ветра. О, быстро все, прям, смотрите, как вычистили. Да, чистенькое море цветет. В общем, все, погода налаживается. Немножко ветерочка есть, но так, ничего, нормально. А вот насчет ветра, смотрите, какая фишка. Я вчера показывал. То есть, смотрите, ветер здесь дует, вот отсюда, да? Значит, берем, вот так вот смещаемся, вот туда буквально метров 50. То есть остров, он же по кругу идет. И это значит, что всегда можно найти безветренное место. Так, ну что, смотрите, вот бар, 20 метров. Слышите, какая тишина. Ни витринки нету. И солнышко уже разгулялось. Смотрите, как здесь уже, когда солнышко подсвечит, как становится красиво. Здесь будем? Ну, давай здесь. Вон рыбки плескаются. И вот дорожка к Малийским виллам. То есть вот мы были вот там, 20 метров. Все, ветра нет. Смотри, с какой стороны дует ветер, можно в любую сторону перемещаться, и ветра не будет. Хоть он не сильно. Но это такие тучки. Если туч таких не будет, то будет прям жара жаркая. Смотрите, вода кристально чистая. Пойдем, зай, забегай. Давай, оп. Коралки одел и вперед. Здесь видите, как такое чувство, что отлив начался. Прям мелко стало. По попке можно судить, насколько мелко. Так, мы пошли за камерой, потому что здесь подводный мир уже побогаче. Здесь много рыб вообще прям. Полька бежит, а из воды кто-то выпрыгнул. И Полька бежит обратно. Здесь очень много рыб. Может, тут какой-то мурена лежала. Я ее так волной под водой погонял. Она как колбаса, давай сжиматься. Мы же пошли за аквабоксом. Да, вон эти рыбины сколько. Сейчас одеваем, сейчас и ныряем.
Вы видели эту гигантскую раковину? Как вам подводный мир? Выходить быстро иди в воду. Да, в воде теплее. Кто думает, знает, что это за колбаса такая, которую мы нашли, она так здесь валяется. Я, кстати, все это время плавал в шлепках, потому что нереально, когда надо встать. Там везде кораллы, нереально вообще вставать. Я, кстати, ногу себе обрезал все-таки об коралл. Так, ну и к вечеру тучки отступили. И вышло солнышко, чтобы порадовать нас своим закатом красивейшим. А мы сейчас идем смотреть другой номер. Как нам и обещали, просили, когда будет сводить, что нам сказали. Вот нам сказали, что есть свободный. Смотрите сразу, да? Как краски ложатся, круто. Ой, как классно, да? По солнышку вышло. Это закат. Закатик, да. Так, пойдемте посмотрим другую виллу. Это где вот как раз дорожка идет на Ocean Villa. Мы здесь как раз сегодня купались. 175 номер. Заглянем. Разрешите. Здесь оранжевый, да, или красный, считаю? Оранжевый вилл. Ну, все то же самое, да, что у нас. Ну-ка, покажи. Меньше этого окошка. Меньше этого окна. Ничего страшного. А осенью. Ну-ка. О, тоже пальмочка. И такой вот вид у нас тут будет из окна, если переедем. Со своим гамаком. И побольше зон для купания. Вот это вот. Да, дело на самом деле в погоде. Смотрите, какой сразу цвет. Как я и говорю, просто смотрите, все это сразу райское место появляется. Сразу Мальдивы, можно назвать Мальдивами. Удаляем весь контент предыдущий. Начинаем пилить заново. Да нет, шутка, конечно, но вы должны увидеть и то, и другое. Все как есть на самом деле. И с тучками, и без тучек. Да, посмотрите, как сразу пальмы, какой цвет приобретает, ну вообще. Так, сегодня вечерком. Это у нас тики-бар. Я, наверное, знаете, какой-то раз сделаю. Оставлю ссылку на карту отеля под видео в описании. Там прям точки, разметки, где что находится по номерам и название, чтобы вам так было лучше ориентироваться. Здесь сегодня музычка. И на пляже сегодня ресторан. Здесь ресторан вот так на пляже организовали. Днем тут ничего не было. Но вход здесь платный. Это как а-ля карт считается. То есть можете заплатить либо за человека, либо купить бутылочку винца за 55 евро. Вот такие столики, вы садитесь. Здесь тоже шведский стол. Вот горшочки, картошечка фри, курочка жарится. Поскольку мы еще не брали, я не оплачивал, смотрите, кукуруза, мясо, hello. Вот так вот прям. Картошечка, ананасы жареные, рыба. Вот так вот он там за решеткой спрятана. И здесь у нас, ну не буду открывать, наверное, да? Да ладно, давайте откроем, что-нибудь не знает, что я не оплатил. Здесь овощи, плохо видно, очень темно, свет у нас идет напротив. Здесь тоже лазанья. Здесь у нас
рис. 2 вида риса. И здесь еще стол с булками, салаты, суши. Это, по-видимому, тунец холодный. Ну и там еще колбаска, лук. Вот. Ну, то есть здесь как бы вы не просто за еду платите, а за атмосферу. Еще будет один ужин послезавтра. На другой остров вас на корабле везут. Тоже так же там все накрывают. И стоить будет $115. Но там будет лобстеры, морепродукты, все такое. Так, и потом фруктовый стол, ананасы, драгон, арбузы и вот сладкого. Вот такое. Ну а мы сегодня отправляемся в наш ресторан. Сегодня был завтрак, да, я вам показывал. Давайте следующий день покажу обед. И какой-нибудь из дней ужин. Да? Много не было, тогда длинный получилось. Смотрите, сегодня крабов жарят. Причем у них огромные клешни. Такая красота. Стой там. Вечерком сегодня живая музыка, очень приятная, кстати, музыка. Бар с кокосами по $5. Мужчина поет просто восхитительно. Заодно атмосферу посмотри. Сидишь, тут трудик такой, там рыбки, колька. Вентиляторы работают, их можно, кстати, регулировать. От единички до 5 уже отрегулировали слегка. Ставьте лайки, если вам нравится. А можете без лайки. Лучше с лайки, да, пап? Без лайки? Лучше лайки, да, пап? Чем что? Лучше, Лучше лайки, чем? Лучше лайки, а без лайки не надо. Без лайки не надо. Понятно? Без лайки не ставь. Так, ну а сейчас мы пришли к пляжу. Там, где я вам показывал ужин вечерний на пляже. Здесь живая музыка не работает, здесь работает детская музыка. Обычная дискотека сегодня здесь. И попозже народ, наверное, придет, разгуляется. Будет устраивать тут танцульки, песни, пляски. А еще говорят, что на Мальдивах скучно и нет анимации. Вот вам, смотрите, оп. Кто сожжет Мальдивы первый? Конечно, мы с Колькой, да, Поль? Давай. Так, ну давайте покажу вам, что здесь в баре. Это тики-бар возле пляжа, который я вам показывал на карте. Смотрите, здесь есть Кола, Black Label, Chivas, еще куча всего. Глинфичен, да, как он там называется, пескарик. Гавана Клаб светлый, черный ром, Кэптен Морган, Блэк, этот Бакарди светлый и розовый дальше, не розовый, этот золотой есть. Джин, водка есть, Смирнов, Бифидер, не знаю как видно, ну и куча вина. И все. Кола, фанта, спрайт, главное, чтобы замочку не забанить, стараться говорить быстро, чтобы не останавливаться и перебить музыку. Ну и, конечно, пиво есть. Спасибо very much. Мы пару Куба Либре, честь Кубы. То мне что-то так на Кубу захотелось после Мальдив, но я веду, на Кубу тоже классно. Спасибо very much. Здесь будем тоже говорить. Спасибо, это по-русски. Thank you. Спасибо. Спасибо very much.
Вот так вот. Здесь будем транспортировать мою фирменную. Блин, ну самый кайф то, что ты снял шлепки и просто на песке танцуешь. Вот это вообще, конечно, кайф. Так, ну тут не просто музычка, а еще и фаер-шоу. Я вам сюда прикреплю другую музыку, а то у меня просто забанят, вы уже знаете, YouTube банит за музыку. Так, а здесь есть еще какой-то мальдивский танец, что ли? Чем мы не знаем? Кто знает, расскажите нам в комментариях. В общем, все танцуют, тут прямо это, как вот учились, в школу вместе ходили. Спрятался. Так, шли мы, значит, домой. А здесь раковина ползает. Он сейчас притаился. Вот он такой ползет по дороге. О, вылезает. Кто здесь, можно вас взять интервью? Пару слов для нашей газетки. Сиди, снимай скорее. Он тут до меня решил добраться. Его вот камеру, смотри, ему понравился. Вот он. Свет, потому что его сейчас ослепит. Он кусается. Он клешни, смотри, какие. Ну-ка, положь меня. Положь меня, говорит. Ничего себе у него ногти. Глазища такие, как из мультика. Клешни. Смотри, какой. Прикольно. Оп, Он решил просто сбежать, думает, ну нахрен пусти вашу его, пусть ракушку. бежит. У него Ракушку, свои говорит, дела. себе забирайте, я домой пошел. Надо поможем к морю через дорогу перебраться. Как-нибудь раздает его в ночи. Причем здесь очень темно. Так, и мы решили проведать, что же здесь происходит на пляже, когда нас нет. Рак затаился, краб. Ты чё, съел, что ли? Вон большой сидит, смотри. Они же все выходят здесь погулять. Ночью. Вон, смотри. Вот он, вот он, вот он. Так, от меня не убежишь. Смотри, какой. Что, друзья, вот такой вот был денек на Мальдивах. Пусть не очень солнечный, но Папа, очень веселый. Что за... а знаешь, что мне давно приснилось? Что? Мы с бабушкой давно во сне увидели падающую звезду. Ты загадал желание? И бабушка загадала iPhone 13 Pro Max. Ничего себе. А ты что загадал? А я загадала, мишку мягкого. Значит, он обязательно придет к тебе. Это говорится. Все, Зай, пошли спать, тоже ночь на дворе. Все, друзья, огромное вам всем удачи. До Заряжайтесь. свидания. До свидания. Заряжайтесь на алфе. Всем спокойной Позитивными ночи. эмоциями, солнцем, Всем морем, спокойной вкусняшками. ночи. Всем спокойной Главное, ночи. чувствуйте. Ставьте ночные лайки. Ночной Всем лайк, да, пока. заряжайтесь. Все, огромное всем удачи. Сейчас. И Ребята, пока. всем Здесь больше ничего спокойной не ночи видно. И поставьте ночной лайк. Ночной лайк, давай. Коротенький такой.